Вот так вот. Такое количество SSD-шечек нам понадобится. Ровно 8 штук для NAS-сервера. Сейчас вы спросите, для какого NAS-сервера и вообще нафига столько SSD-шек? Я вам объясню. Вот вам, пожалуйста, TerraMaster, новенький. Эта модель у нас F8 SSD+, в котором в качестве хранилища используются только M2 NVMe диски. Это раз. Во-вторых, на новой операционной системе TOS 6 с громкостью всего лишь 19 дБ, вообще и еще и с 10-гигабитным портом. С 10-гигабитным портом, потому что для вот такой вот, для производительности именно вот этих вот M2 NVMe понадобится 10-гигабитный порт. Немножко не так я сказал, что 10-гигабитный порт может помочь реализовать максимальную производительность тех SSD-шников, которые вы туда наставите. И здесь есть и файл-сервер, и бэкапы можно ставить, и виртуализация, видеоредактирование. Короче, ребята, 4К мультимедиа, здесь очень много всего интересного. А вот что в нем внутри, какой процессор, конфигурация, память, мы сейчас разберем в нашем обзоре и, конечно же, подключим и посмотрим варианты использования, что же там из себя представляет это TOS 6. Ребят, на канале Технозон F8 SSD+, вот такой вот, видите, 8 Bay All SSD NAS. На канале Технозон с обзором. Поехали. Все, ребят, смотрите, диски наши готовы. Используем терабайтничек Oreo, здесь Орика, здесь еще какой-то там поменьше. Это тестовые мои диски, 128 гиговые, здесь терабайт, здесь, по-моему, не помню сколько. 128 тоже. В общей сложности что-то наберем для тестов. Давайте вскрываем саму коробочку. Очень интересно. TerraMaster. Видите, как они красиво сделали? Ух ты, а что здесь интересно? Что это такое? Все понятно. Проспект рекламный, хорошо. Юзер-мануал. Увидели на каком уровне? На уровне, блин, айфона какого-то. Знаешь, что? Да нет, у айфона нету такого, извините. Так, открываем. Ой, что он такой легкий? Что он такой маленький? Что это за беспредел? Что это за беспредел, блин? Здесь блок питания весит больше, чем... Блок питания весит больше, чем наш сервер. Я в шоке. Так, что у нас в комплекте? Ух ты, комплект какой. LAN RJ45. Отверточка. Винтики. Кабель питания. Блок питания у нас на 72 ватта. Вы видели? Ху-ху-ху. Так, тут ничего нет. Что тут у нас? О, что это такое? Что это такое? Это радиаторы. Ребята, это радиаторы. С креплениями на резинках. Вот это вот. Вот это, мать его, топ. Вот это топ. А это что? Это... Нет. Это термопрокладки. Ну, да, да ладно, TerraMaster, вы вообще, вы топовые ребята. Вы просто-напросто сделали какую-то просто нереальную хрень. 8 термопрокладок. 8 термопрокладок. Ну, я сам в шоке, подожди. Да, радиаторы. Радиаторы на 8 термопрокладок. Хорошо. Слушай, что у нас? На резиночках все. Это прям топово, что их не надо там никуда застреливать, отстреливать. Вскрываем здесь вот штучку. О, смотрите, 2 кулера. Сразу, как мини-ПК. 2 USB 3.2 до 10 Gbps. USB Type-C до 10 Gbps. LAN RJ45 на 10. Ну, HDMI здесь сервисный, не для, ну, не как мини-ПК работает, сразу вам скажу. И вход 12 Вт. Смотрите, как открывается, очень интересно. О, да ладно, слушайте. Посмотрите на это. Посмотрите на это, как это все сделано круто. Я в тихом мауте.
по памяти. SODIMM DDR5 на 16 гигов. Он просто будет летать. Он просто будет, мать его, летать. При том, что сюда, я вот вам сейчас буду обращать внимание, можно ставить 2280, а здесь можно ставить все, она магнитная, можно ставить все типы размеры дисков. Видели? Сюда, сюда, здесь только 2280. Я в шоке. Охлад под активное охлаждение. Слушайте, вот это вот мечта поэта. Ребятки, что ж вы со мной это делаете, а? Давно не было такого Давно не было такого прикола. Давайте я сейчас буду монтировать диски. Потом мы с вами его соберем, подключим и будем уже тестировать и рассматривать. Все. Немножко вам видео с монтажа дисков. А так, все, поехали. Ну, смотрите, в общем-то, у меня уже запущен TOS 6, да, именно TOS 6. Здесь уже не мопсик, или там не мопсик, а не мопс был, а кто там был? Там другая собака в TOS 5 была, а здесь уже у нас, смотрите, какой семейство кошачьих красивое, и вот, в принципе, уже у меня тут много всяких сервисов запущено, но мы сначала с вами посмотрим все то, что заявляет про него производитель. Но перед этим подписываемся, нажимаем колокольчик, а ссылки на проверенных продавцов я закину в описании под видео. Кстати, он есть на AliExpress по очень вкусной цене. Вот я, серьезно, я вообще обалдел. Вот этот вот F8 SSD Plus. Пожалуйста, заходим, 799 баксов, можно заказывать, получать, покупать. Нет, я его брал на Алишке. Не, я на Алишке брал, мне его доставили нормально, все хорошо пришло. Мало того, он у меня проскочил как ТВ-бокс. Без растаможки. Но это чисто повезло, не обещаю, что у всех так будет. Поехали, смотрите. 8 ядер, 8 потоков, на секундочку. У нас GPU 32 исполняемых юнита, и он может аппаратно энкодировать и декодировать 4К видео на лету. Вот это вот очень круто. 16 гигабайт RAM DDR5, ну это вы уже на распаковках видели, 10 гигабит порт, M2 NVMe 8 интерфейсов, ну и 4К, видите, 4К аппаратный декодинг. Очень тихий, 19 децибел, это очень хорошо. Ну, то, что 10 гигабит, это просто прекрасно, потому что внутри, если развернуть, внутри офиса, например, внутри сети, 10-гигабитную сетку и плюс иметь максимально еще и там M2 NVMe быстрые, то мы с вами получим возможность редактирования, например, видео онлайн прямо на вашем NAS сервере. То есть он спокойно это вытянет. Вот, смотрите, у меня он сейчас подключен даже на 2,5 гигабитах, и внутри сети я получаю чистые 2,5 гигабита туда и обратно. И уже даже на 2,5 гигабитах я могу, допустим, не многопоточное, супер многопоточное видео редактировать прямо на моем сервере. Если поставить туда десяточку, то будет вообще отлично. Это скорость сети на текущий момент. То есть у него порт 10, 100, 2000, 2500 и 10 гигабит поддерживает. То есть идеально таскает. Поднял я его, вот, пожалуйста, на докере, у меня в контейнере OpenSpeed Test выполняется. То есть это сервер в полном понимании своего, скажем так, названия. То есть у нас он сервер для всего сервера. Революционная, ну, здесь все NAS, все SSD-шки, это действительно революционно они сделали, это очень мне нравится. Так, это мы уже видели. 19 децибел очень классно, очень тихо, кстати. У меня здесь ноутбук стоит, и он намного громче, чем NAS этот работает. Обычно NAS, там, знаете, там, тарахтит там и все остальное. Мы к этому уже привыкли. Он очень маленький действительно. Максимально поддерживаемый размер у нас 8 дисков по 8 терабайт. Это максимально 64 терабайта. Ну, это просто жесть. Это просто жесть. И плюс я еще могу сюда, я подрубил сейчас вот через, ну-ка, лисичка, ну сфоткай мне, пожалуйста, как сейчас подрублен. У меня еще вот через Type-C еще дополнительный диск. Вот, пожалуйста, у меня стоит.
на Type-C-шечку. То есть и сюда вы сможете еще внешних, учитывая то, что здесь есть еще USB интерфейс, и вы сейчас видите, как это все дело подключено. Но принцип конвекции никто не отменял, хорошо сделано, и можно его расширить через D8 гибрид. Это приставка такая, куда можно добавить, сюда можно просто тупо добавить еще хранилище 128 терабайт. Это уже корпоративное хранилище будет. Слушайте, ну очень классно. SSD у нас пишет и читает до 1024 мегабайта на секунду. Я вам сразу говорю, то есть это очень хорошо для SSD-шника. TOS 6, новая операционочка. И тут всякие различные виртуализационные штуки для различных операционных систем. Все это очень классно, слушайте. Плюс у нас TerraSync сервер. Я вам сейчас тоже покажу и включенный у меня TerraSync Master, само приложение на компьютере. У нас есть возможность с облаками работать, тоже покажу. Я сделал все. В сегодняшнем обзоре вы увидите все. Поддерживают абсолютно все различные операционные, вернее, файловые системы. Это очень классно. Давайте с вами посмотрим спецификации прямые. Чтобы вы понимали, здесь стоит Intel i3 N305. До 3,8 ГГц с поддержкой кодеков 264, 265, VC1, MPEG-4, декодирование до 4096 на 2160, 60 кадров в секунду на лету. То есть это очень неплохо. Теперь максимально у нас может быть 32 гигабайта DDR5 памяти можно расширить. Про 64 терабайта я сказал, максимального хранилища без расширительного блока, и больше здесь мы с вами, вот что немаловажно, мы с вами, он поддерживает T-RAID, T-RAID Plus, Single, GBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 и RAID 10. Да, SSD-шники будут работать в RAID, и мало того, здесь есть еще и гиперкэш на SSD. Вы можете сделать отдельные SSD-шки, поставить под гиперкэш для ускорения, скажем так. Куда еще ускорять? Файловые протоколы, это мы сейчас посмотрим уже в самом NAS, и все, в принципе, больше ничего нет. Ссылки я уже сказал вам. Конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Еще раз говорю, если не говорил, но уже мы начинаем с вами смотреть, что ж там у нас в TOS 6 есть. То, что есть докер, вы уже поняли, да? И то, что в докере можно поставить вот такие вот штуки. Я сейчас увеличу, но не буду произносить, потому что у нас очень сильно ругается на текущий момент YouTube, когда я говорю там про Matrix, например, для мультимедиа. То есть он может тягать спокойно сервер Matrix через докер. Без ограничения работает все. Но вы сразу тут видите, у меня Plex Media. Сам по себе, кстати, TOS 6 вообще сделали идеально. Настолько быстрая, классная вот эта вот виртуальная операционка. Многие обратили внимание, что там есть HDMI, но по HDMI вы увидите вот такую вот картинку только. То есть это у нас диагностическая информация выдается через HDMI. Сам по себе, как я использую. Смотрите, все приложения есть. Я установил диспетчер файлов, у меня есть резервное компилирование, панель управления, докер, терминал, Plex Media сервер. Я люблю смотреть каталогизованное кино. Мультимедиа сервер, VPN сервер, веб сервер, TerraSync, Transmission и USB Copy. Начнем с каких-то простых вещей, потом уже пойдем по панели управления. Transmission, само собой. Это торрент-качалка, которая позволяет нам очень хорошо все закачивать, вообще не вопрос. При этом еще и можно удаленно управлять трансмиссионом через определенные управлялки. Есть определенные приложения, опять же, не буду произносить это вслух, сильно уж хоть не ругается. У нас есть с вами, соответственно, мультимедиа сервер и есть Plex. Именно с мультимедиа мы начнем. Plex сервер тоже работает, а теперь пошлите к телевизору. Я вам покажу, как он взаимодействует с сервером, именно в мультимедиа. Смотрите, ребят, это наш ТВ-бокс, это может быть смарт-телевизор на WebOS. WebOS вообще его понимает классно. Это может быть любой ТВ-бокс, но я могу здесь работать с Матриксом, а могу, например, работать с Plex, могу работать с простым DLNA, потому что у него есть DLNA сервер. И давайте начнем, откроем Vimeo, зайдем в сеть, мы увидим здесь TNAS, это обыкновенный мультимедиа сервер, и есть Plex Media сервер, именно DLNA. Отдельно Plex тоже рассмотрим. Смотрите, я могу зайти на TNAS, посмотреть все видео, давайте все видео и добавим закладку.
Давайте проиндексируем, конечно же. Идем в All Video, и здесь у нас есть фильмы. Само собой, все это можно смотреть с самого сервера. Вот этот фильм, кстати, у нас не просто на сервере, он еще у нас на подключенном USB. Я сделал такую кашу, то есть я сделал и на SSD-шник, и на USB. Я тестировал его и в хвост, и в гриву. И он проигрывает абсолютно все форматы, Пожалуйста, фильм 4К пошел без вопросов. Я выхожу, потому что правообладатели будут ругаться. Теперь, это то, что касаемо DLNA. DLNA у нас есть. У нас есть отдельно Plex сервер. Если вы хотите с Plex поиграться, пожалуйста. Plex, вот, у нас есть. Что такое Plex? Знаете? С каталогизацией. Когда заходишь, у тебя показывает эту, господи, картинку. У нас есть актерский состав, треки, фильмография. Давайте зайдем. Да, даже музыка можно отдельно, да. Фильмография, смотрите, заходим на актера, можем посмотреть фильмографию, найти все, закачать все, что вам надо, через трансмишн сделать, там сами подсуетились, все отлично. Даже я использовал Nova Media Player, видите, то есть Nova Media Player, который каталогизирует, например, с Plex. Вот, пожалуйста, я захожу, это на DLNA, он нашел это на DLNA, посмотрел, информация о фильме, режиссеры, вся фигня, короче, классная тема, вообще классная тема. При том, что у нас же там ваш ТВ-бокс может еще и подключиться к NAS-серверу, вернее, не к NAS-серверу, через протоколы SMB и NFS. Если у вас есть Югус, то, допустим, в настройках, смотри, ну это, конечно, к Югусу относится, то у нас здесь есть NFS клиент и CIFS клиент, и вы можете подключиться к NAS-серверу, у вас будет NAS-сервер в виде диска прямо на вашем ТВ-боксе. Теперь смотрите, мы можем зайти в какой-нибудь File Explorer, добавить сеть, нажать поиск, смотрим, поиск LAN серверов, и он сейчас найдет наш NAS-сервер. Вы тоже можете получать с ТВ-бокса доступ к NAS-серверу. Вот, пожалуйста, TNAS. Видите? Это наш TNAS. Вы должны зайти, просто-напросто ввести ваше имя пользователя и пароль, и все у вас будет отлично. То есть вообще не вопрос. Давайте вернемся уже за сам сервер. Ну что, интересно? Интересно. То есть в качестве мультимедиа это вообще сумасшедшая вещь. А если говорить о том, что здесь есть Terrafotos, это... Блин, вот знаете, я раньше пользовался Google Фото. Google Фото, теперь заходишь в Terrafotos, пожалуйста, есть фотогалерея. Вы сгружаете сюда абсолютно все ваши файлы. При этом вы не боитесь, что они пропадут. Ну, во-первых, у вас в RAID работают диски, один сгорел, другой не сгорел, третий там поменяли, все нормально. Но если даже весь NAS уничтожить, то я вам сейчас покажу вариант того, что он может бэкапиться и в облачные хранилища. Сейчас, давайте. Смотрите, что же может Terrafotos. Во-первых, каталогизация. Мы можем создавать с вами альбомы, различные альбомы, назвать там альбом 1 и добавлять сюда уже какие-либо фото, сортировать их, видосы и все остальное. Это все очень хорошо, но... Давайте добавим вот это вот. Давайте подтвердим. Теперь папки. Все у нас по папкам. Есть личное пространство, публичное. А теперь на искусственном интеллекте. У нас на искусственном интеллекте идет распознавание лиц и сортировка. Соответственно, ну, например, моя дочка. Да, я захожу, оно сортирует все файлы, которые есть с моей дочерью. Я просто сюда залил некоторые фотографии, которые тестовые. Например, моя жена. Я нажал и там нашло все файлы там с моей женой. Да, там, то есть, грубо говоря, ты открыл, поредактировал, не поредактировал, посмотрел, загрузил, и ты сохраняешь все свои фото, их не надо хранить в телефоне. Тебе не надо покупать телефоны с терабайтами памяти для того, чтобы хранить. Например, оно даже разделяет лица с разными уровнем бороды. Ну, смотрите, у меня здесь много ИИшных, ну, вот, допустим, еще моя дочь, пожалуйста, она отсортировала там, где она уже была чуть повзрослее. Ты можешь вообще управлять вот этими всеми вариантами для того, чтобы сортировать даже похоже. Вот смотрите, вот в таком варианте он отсортировал, когда у меня был определенный, когда я был лысый. Либо там, смотрите, кепка и очки. То есть кепка и очки он отсортировал меня вот смотрите.
Здесь очки, здесь очки, здесь это та же самая фотка, но только я был там в кепке, в очках, он все равно это с помощью искусственного интеллекта нашел. Вот кепка и очки, пожалуйста. То есть вообще очень круто. При этом здесь это можно разделить по местам. Ну, вот, например, то, что я в Баварии снимал когда-то, и Запорожье, Запорожская область. Да, вот я тут вот просто-напросто взял, залил специально 2 разных фотки. Вы можете обеспечить отсюда общий доступ внутренний, внешний и заливать из любой точки планеты и сюда свои файлы. Просто-напросто синхронить и это. Terrafotos вообще отличная штука. Это то, что касаемо вот мультимедиа как есть. При этом здесь есть и музыкальная библиотека. Вы можете просто-напросто музыку свою на DLNA сервер заливать, и он ее тоже будет индексировать. Это все делается круто. Но у нас же все начинается с системщины. Например, системный монитор. Мы видим с вами, да, там, здравствуйте, Технозон, название устройства NAS, версия TOS, 8 SSD+, работает плавно, загрузка процессора. Чтобы вы понимали, 8 ядер, 8 потоков, этот просто шикарен. Я не видел ни разу нагрузки выше 38%, это я там какое-то сумасшествие делал, и память 13% занята. Конечно, если вы там нагрузите каким-то огромным, но здесь сейчас висит еще и веб-сервер. На секундочку. Смотрите, потом здесь мониторинг температуры. Температурочка шикарно держится. Ну, сейчас у меня стоит в максимуме, потому что мне очень жарко в студии. Он разогнал вентилятор в максимуме, и я его не слышу. Я его не слышу. В среднем он держит 1000 до 1500 оборотов. Вообще его не слышно. Его и сейчас не слышно. Я слышу ноутбук. Мы видим, у меня здесь 3 тома, и вы можете мониторить эти тома на заполняемость, по графику смотреть сетевой вход-выход. Это тоже очень прикольно. То есть они поменяли. Здесь центр уведомлений. Есть у нас, смотрите, подключенное USB устройство, его можно извлекать. И есть help-центр. То есть у нас саппорт, гайды все по TOS 6 и все остальное, даже центр загрузок. То есть вы можете загрузить прошивки, либо что-то еще. Но прошивки тут загружать не надо, он сам обновляется. Есть свои приложения, магазин приложений. Давайте я зайду сейчас все приложения, покажу, что есть, что они предлагают, не учитывая сторонние приложения комьюнити. TPC Backuper для бэкапа, Apache Tomcat, дальше Aria 2. Есть у нас централизованный бэкап, ClamAF, Cloud Sync, но это то, что касаемо в основном бэкаперов. Deduplication Manager, это ищет эти похожие файлы, одинаковые дубликаты, и уже можешь ими управлять. Дальше, Docking Engine, это платформа, ну, кто знает, что такое докер, я не буду для простого пользователя рассказывать. Простому пользователю вообще нафиг не нужно, ну, разве что Matrix установить. И то он устанавливается в 2 клика. Duple Backup Vault, то же самое Duple Backup, еще один. Теперь у нас есть HSK DDNS, Jumia, Log Center, Mantis BT, но это все такое специфика. Мультимедиа сервер, то, что я использую. MyBB, есть MyWebSQL, Net2FTP, браузерный FTP клиент неплохой. Nextcloud. Дальше, для веб-разработки PHP 8, либо для веб-хостинга. Portainer, Snapshot. И знаете, что еще есть? У нас есть классная штука. Это инструмент для управления видеонаблюдением, совместимым. То есть вы можете подключить веб-камеры, вы можете из него сделать, чтобы вы понимали, систему видеонаблюдения. Веб-камеры, обыкновенные, прикинь, леса. Веб-камеры, которые работают по протоколу OnVIF, и просто-напросто они будут писать, он будет сохранять это все, и ты можешь мониторить. Да, вот, смотри, управление веб-камерами, у нас есть отдельный интерфейс, камеры ты можешь создавать сейчас, добавлять протокол OnVIF и RTSP. Любая веб-камера ты можешь сюда подключать. И все, то есть это знаешь, это как и видеорекордер для веб-камер и всего остального. Плюс здесь есть хронология, журналы, трансляции. Это просто нереальная штука. Это просто ты купил, у тебя корпоративно этот NAS выполняет все. Хранилище, мультимедиа сервер, бэкапер, веб-сервер, еще и видеонаблюдение. Просто для меня это пиздец. Запикай, Леша, не знаю. Дальше. По веб-камерам все понятно. TFM Backup, TNAS for PC. Объясняю сразу. TNAS for PC это приложение. А вот оно у меня, кстати, первое было, я им пользовался. TNAS for PC это классная тема, которая позволяет нам бэкапить. Это задачи синхронизации зачастую. Вы можете тут и мониторить свой NAS в принципе. Вот есть TOS рабочий стол. Можно вызвать. Можно посмотреть сетевые диски. Можно посмотреть диспетчер файлов. Это просто такое, как быстрые отсылки
но это все мелочи. Здесь у нас есть сервер TerraSync. Он у нас включен на текущий момент. Сервер TerraSync у меня есть. Мы можем задачи синхронизации TerraSync задавать. У нас есть. Мы создаем задачу. Например, для такого-то NAS мы будем делать двухнаправленную синхронизацию и делать по типу папки Google Drive. То есть вы создали папку, вы туда закинули файл, он автоматически на сервер улетел. И вы это сможете сделать, например, в корпоративном варианте с разными уровнями доступа. Вот это все NAS у нас делает. Есть односторонняя загрузка, односторонняя выгрузка. Например, с вас будет выгружать, а не загружать. То есть это можно просто сделать в качестве корпоративного какого-то варианта синхронизации. Дальше. Задачи резервного копирования по расписанию. Идеально. У нас есть, ну это у нас там рекламная хрень, хорошо. И есть настройки. Тут у нас указан язык пользовательского интерфейса. Из языков, конечно, очень обидно для меня, что нет украинского. На английском, откровенно говоря, не очень хорошо и красиво выглядит. Мне не нравится. Теперь дальше. TFM Backup, TNAS, TerraPhotos. TerraSync у нас включен, TerraSync клиент есть, USB копия, это резервное копирование на USB диски по расписанию, по различным приколам. Давайте сразу его открывать и смотреть. Мы можем создавать с вами задачи, например, копировать с TNAS. Это, знаете, вот такой вот, вы можете копировать с TNAS на облако, вы можете копировать на USB диски, вы можете создать и копировать, создавать огромное количество копий, задавая источник обыкновенный, вы можете задавать. А вот смотрите, например, место резервного копирования. У меня на текущий момент стоит USB-шка. Вы можете не только этим NAS-сервером копировать на USB-шку со своего NAS. Смотрите, имя GD, я задам GD1. Я беру, у меня сейчас подключен, я вам сейчас, если скажу, у меня подключен еще Google Drive в мой NAS-сервер. Вот он, это мой Google Drive, ребята. Вот мои проекты, которые расположены на Google Drive, я вам сейчас покажу. Запомнили там 110 Title Animation, 4K Geo, Android 15, BPRS 1R. Я иду в Drive Google, смотрите, в Drive Google. Я иду в мой диск. Вот моя Technozone папка, которая туда, она здесь чуть-чуть отсортирована не так, ну вот она, 110 титул анимация. Давайте отсортируем, возможно, по списку будет лучше и сделаем это, вот, смотрите, 110 титул Animation, Berlin, Ajax, 4K Geo, буфер. Идем в наш TOS. И смотрим 4К Geo, 110 Animation. Давайте у нас дело в том, что здесь вот Берлин, это все те же самые файлы. То есть я могу брать папку, копировать отсюда постоянно и закопировать ее куда-нибудь на SSD. Давайте в нотификации, не знаю. Далее и многоверсионный режим, вы можете просто-напросто делать много версий папки, то есть она изменилась, оно предыдущую оставит, новую скопирует. Либо зеркальный режим, это то есть она будет просто делать их абсолютно зеркальными. Lибо у нас есть инкрементный режим. И это знаете как будет? Это будет создана подпапка с именем, как у исходной папки, если подпапка с тем же именем уже существует, конфликтующий так. Смотрите, это здесь будет измененный исходный файл, перезапишет файл в целевой папке, а файлы, удаленные из исходной папки, не будут удалены из целевой. То есть, и это, кстати, для всех бэкапов справедливо, которые у нас есть. То есть это очень круто. VPN-сервер. Это тема. VPN-сервер, вы же понимаете, обход блокировок, туннелирование для работы. То есть это все классно. При этом он поддерживает PPTP, OpenVPN вы можете поднять свой, LPTP, IPsec. Все это просто-напросто круто работает. Вы можете подключаться к внешним VPN-серверам, создавая туннелирование, выставлять разрешение, журналирование есть. Слушайте, то, что у него есть, все это факт. Веб-сервер. Все очень просто. Открываем веб-сервер. У нас есть папка. Мы можем задать с вами версию PHP. Можем установить, кстати, из маркета 8-ю PHP и добавляем. Задаем HTTP порт, HTTPS. Можем виртуальные узлы создавать, управлять PHP. А теперь смотрите, у меня есть, вот, пожалуйста, у нас IP-адрес. У меня есть, вот он, веб-страничка моя, которая там загружена из темплейтов специально для тестов. И он отлично тягает. Это даже не самая простая веб-страничка. Она анимированная, все хорошо. Вы можете с этим все прекрасно работать. Слушайте, ребят, расскажите мне, вот этот вот веб-сервер. Раньше для меня ограничение веб-серверов, я их любил, но не для меня. Первое — шум. Второе — быстродействие жестких дисков.
Второе — быстродействие жестких дисков. А здесь ты ограничен быстродействием в 1024 мегабайта в секунду. Чтобы вы понимали, что такое 1024 мегабайта в секунду. Умножить на 8 — это 8 гигабит. Почему здесь стоит 10-гигабитный порт? Это просто круто. То есть у нас есть веб-сервер. Дальше Docker Manager. Ну, Docker Manager мы с вами уже видели. Да, у меня тут есть некоторые Open Speed Test. Я поднял здесь спид-тест для тестов сети. Понимаете, в чем вопрос? Я, например, на этом Open веб-сервере могу поставить 10-гигушку. Здесь 10-гигабитная сеть. И могу тестировать любой 10-гигабитный роутер. Любой. То есть для меня это инструмент даже для работы. Раз уж я взял смартфон, мы тут вам еще кое-что покажем. Смотрите, это вот 32239, так же, как у нас на этом. И, пожалуйста, там работает сервачок, который у меня, на котором я сейчас гоняю свой OnePlus 12. Вот, пожалуйста, через BE 7000 1,8 гигабит я сейчас по Wi-Fi имею именно при тестах на этот сервер. То есть это, блин, нереальная штука. Это нереальная штука, это штука, которая позволяет нам вытягивать все. При этом это вы можете поставить в одном месте, а получать доступ вообще черт знает откуда, через DNS, через приложение. Кстати, приложение. Вот, пожалуйста, мы сейчас тестировали то, что у нас было в сети. И мы можем, смотрите, выйти, пойти открыть TNAS Mobile. Вот, пожалуйста, наш сервак у меня в мобильном телефоне. Я могу выгружать фотки, я могу делать все, что хотите. Смотрите. Фотос, пожалуйста, я имею доступ к своим фоткам, видео, которое у меня есть, там даже киношечки, смотрите, открыл, давайте, тестовый ролик там какой-то, вот через VLC запустим, требует разрешения. Вот, пожалуйста, у меня играет фильм с моего NAS сервера, то есть, блин, ребят, это просто классно. Это просто классно. При этом вы здесь можете использовать персональный personal space. Это такая штука, когда вы закидываете, их никто там в сервере не видит, эти штучки. Есть public space, а есть private space, personal space. Есть safe box, который вы, грубо говоря, можете туда спрятать все, что угодно под парольчик. Какие-то файлики, и это очень-очень удобно. При этом мы можем с вами увидеть абсолютно все файлы. Вы можете даже своим сайтом здесь управлять, если вы хостите на этом NAS сервере что-либо. И, конечно же, мелкие какие-то настройки. Вы здесь можете сами посмотреть, что там сейчас происходит. Слушайте, но вот то, что мы сейчас видим. Дальше. Ну, это диспетчер Web File Finder, NAS Elephant Drive по типу Google Drive, MB сервер, это тоже мультимедиа, но я его зачастую не использую. Вы можете здесь поднять iTunes сервер для любителей Apple, пожалуйста, свой сервер iTunes от Apple, iSCSI Manager, Java виртуальная машина, iBoss, PHPBB, Plex Media Server, Qubit Torrent, Transmission, VirtualBox, TerraSearch и WordPress. Да, кстати, он поддерживает еще и WordPress. И есть у нас еще сторонние приложения от Community, TNAS Community. Я вам честно скажу, я очень сильно удивлен. Даже для TOS 6 уже появились огромные. И FTP, вот мы здесь видим сейчас, FTP какие-то приложения. Что у нас тут есть еще интересного? Вот, Logitech Media Server, потом Oracle, Python, Jacket. О, Jacket можно поднять. Слушайте, вообще свой Jacket можно поднять прямо на... Это для лампы будет прикольно, тех, кто разбирается, о чем я говорю. Jellyfin есть, FFmpeg, AdGuard Home. Короче, ребят. Можешь назвать то, чего нет? Чего в нем нет? Да. Ну, блин, чего мне не хватает? А мне трудно сказать, он полностью покрывает мои вот, да, но вот полностью все мои потребности он закрывает. Дальше, из того, что у нас из приложения есть уже, ну, я в принципе все вам показал, да, у нас есть там советники, резервное копирование, это все классно. Давайте посмотрим по управлению, что же у нас вообще в настройках и что он позволяет делать. Итак, первое — это у нас права. Давайте развернем на все, где мы можем с вами управлять правами пользователя. Просто-напросто можем создать пользователя, имя, описание, пароль и задать ему квоты. То есть у нас есть, смотрите,
квоты хранилища и состояние. Это, в принципе, такое себе дело. Смотрите, мы можем их создавать в группы, давать разрешения для каждой папки. Это очень удобно. То есть вы на каждого пользователя можете задать для каждой папки, то есть у каждого пользователя может быть доступ к своей папке. Создать квоты. Вы можете в расширенных настройках отключить учетную запись. Можете задать срок действия, задать номер телефона, адрес, это все классно. Группы пользователей. Создаются разные группы пользователей. Например, можно создать там лисицы. Да, выдели мне Место, да. И отнести туда, например, гостей там каких-то. Не знаю, ну, само собой, будет там лисица сидеть у нас, и там будет один участник. И для группы лисицы мы уже можем создать те же самые разрешения для каждой папки. Но это такое многоуровневое уже получается у нас управление. А вот теперь дальше. Общая папка. Ну, здесь все более-менее просто. Мы не будем на этом останавливаться. Есть у нас домен, мы можем присоединиться к домену. У нас есть поддержка LDAP, как клиент LDAP, пользователи домена и группы домена. Папки с удаленным доступом. Здесь еще интереснее. Папки NFS. Вы можете подключаться к внешним веб-серверам, к внешним NAS-серверам, к папкам NFS, папкам Samba протокола. Например, у вас где-то на компьютере на каком-то открыто Samba, и вы к ней тоже подключаетесь, обыкновенная папка. Облачные диски. Вот тут у меня уже есть. Вот тут уже у меня уже есть. Смотрите, у меня есть диск OneDrive, и есть диск Google Диск, который сам NAS подключается к моему OneDrive, к моему Google Диску, и мы уже с этими дисками можем взаимодействовать с помощью вот этой TOS 6. Смотрите, как это просто делается. Поддерживается Box, OneDrive, Dropbox, Google Drive, PC Cloud и Яндекс.Диск. А нет, тут еще кроме Яндекс.Диска есть еще Amazon S3, Alibaba Cloud, Blackblaze, OpenDrive, Mega, WebDAV. Да ладно, Mega поддерживается. Хорошо. То есть вы задаете, допустим, Google Drive, задаете ему имя, идете дальше, просто выбираете Google аккаунт, вводите. Вот, и все. И все, и он подключает, вы просто выбираете потом таргет папку, и все, и у вас есть Google Drive в вашем, скажем так, управлении. Здесь у нас приложение, разрешение, это такое себе. Сетевые службы, сеть. У нас есть интерфейс, он сейчас подключен. У нас есть еще возможность подключиться через PPPoE. Сейчас у него есть пропускная способность 2,5 гигабита через мой роутер BE7000. Также мы можем подключить Wi-Fi. Если у вас есть беспроводной адаптер, то вы можете подключить Wi-Fi, сделать VPN подключение, например, через PPTP, OpenVPN путем через L2TP IPsec. И есть у нас прокси подключение. Можно подключаться через прокси сервера. По поводу файловой службы поддерживается Samba протокол, можно включать модуль VFS для преобразования специальных символов MAC, это для Mac OS. Дальше FTP. Можно FTP, можно SFTP включить. Есть у нас NFS сервер. Он, кстати, намного быстрее, чем, допустим, та же самая Samba. Сервер AirSync и WebDAV. То есть мы можем включить службу WebDAV, и все будет классно. Терминал и SNMP. Это, в принципе, такая же специфическая, не для простых пользователей служба, но она есть. Служба обнаружения. То есть у нас есть обнаружение Windows. Это Windows Discovery Service. Есть UPnP, есть Bonjour. Конечно же, индекс медиафайлов для нашего медиа-сервера. Это то, что он берет, если вы, допустим, добавили фильм, или добавили какой-то видеофайл, или какое-то фото, музыку. Он берет его, индексирует и выдает на ваше мультимедийное устройство. Конечно же, есть возможность включить удаленный доступ через TNAS онлайн. Видите, ID TNAS, учетная запись Terrameister, она создается, и даже через DDNS, самый обыкновенный, тоже можно подключаться. По диспетчеру хранилища у нас есть тома, есть пул носителей, есть жесткие диски, есть виртуальный диск, кстати, и есть USB устройство с возможностью подключения горячего резерва и гиперкэша. Теперь по порядку. Начинаем конкретно с низкоуровневого момента. У нас есть здесь диски SATA. Вот они, пожалуйста, 8 дисков, 1 терабайтник и 7 тестовых 128-шек. Мы видим здесь статус, видим режимы их, допустим, хорошо, пустой, под угрозой, либо поврежден. Также у нас есть, видите, как более детальная информация по каждому из дисков. Прошивка, температура. Вот смотрите, сейчас температура 34 градуса. У терабайтника, у меня у самого большого, который здесь стоит, по нему... это USB-шку я нажал.
Давай, разворачивайся. По терабайтнику 59 градусов, но он сейчас у нас синхронит там некоторый объем данных. И то это температура максимальная, которую мы получали. То есть отличное охлаждение. У нас есть поддержка Smart, есть журналы жесткого дискового. И есть Iron Wolf, ну, вы же понимаете, что здесь нужно, чтобы была поддержка. Теперь дальше. Из жестких дисков образуются пулы носителей. Я создал тестово 3 пула носителей для того, чтобы показать вам, что он поддерживает. Он поддерживает T-RAID, я создавал еще один T-RAID, пробовал и создал RAID 0. Просто ну, RAID 0 это он взял диски в пуле и сделал из них один диск там на 327 гигов, на 328 уже практически, на файловой системе BTRS, можно X4 создать. Также у нас поддерживается, сейчас дисков нету, но мы можем один пул какой-то прибить, он пустой, да, у нас там есть. Вот 109 и 109. Давайте его прибьем и потом создадим пул носителей. Ну мы сейчас дойдем до пула. И из пула мы создаем тома. У нас сейчас есть 2 тома, один заполненный, и 2 тома. Ну, 3-й том мы, наверное, сейчас и прибьем. Также у нас есть гиперкэш. Что такое гиперкэш? Позволяет какие-то SSD-диски использовать для кэширования записей и чтения. Допустим, в режиме есть режим чтения записи и есть режим баланса. 2 разных режима для работы. Давайте сейчас, например, кэширование SSD диска 2 прибьем. Вот так вот возьмем его, прибьем. Я вам сейчас покажу, какие режимы там у нас существуют. Давайте добавить режим том 2. Мы можем для него добавить. И здесь уже и пошло. Мы выбираем один одиночный диск. Режим RAID. Именно если бы у нас было 2 диска, мы бы могли бы в диск RAID делать это все дело. Дальше. Давайте сейчас. Смотрите, режим баланса. Это сбалансированный режим, который обеспечивает ускорение предварительно загруженного кэша чтения. Данные будут записываться в кэш SSD и на жесткий диск одновременно. Скорость записи данных будет в определенной степени снижена, но скорость чтения может быть улучшена. Вот так вот, поняли? Сбалансированный режим позволяет избежать риска потери данных из-за сбоя SSD или сбоя питания. В этом режиме скорость кэширования можно увеличить, используя 2 SSD для формирования массива RAID 0. Это очень прикольная тема. И есть у нас режим чтения записи. Это обеспечивает ускорение чтения и записи кэша. Данные будут сначала записаны в кэш SSD, а затем записаны на жесткий диск позже. Недостатком режима чтения записи является то, что он недостаточно безопасен. То есть балансировка тут лучше. Намного. То есть мы сейчас гиперкэш потом создадим еще. И смотрите, у нас пошли в том. Мы сейчас том 2, наверное, прибьем. Гиперкэш у нас это для какого тома? Для тома 1. Мы пойдем в том. Мы сейчас прибьем с вами том 2. Или том 3 даже. Том 3 прибьем. Вот, смотрите, у нас в пуле носителей 3 исчезли тома. У нас стало 0 из 329, короче, как-то так. И мы здесь уже можем в нем создавать пулы хранения, например, T-RAID, Single Disk. Когда мы том создаем, мы выбираем пул носителей, можем создавать разные тома даже в пределах одного пула. У меня здесь сейчас 3 пула. Мы давайте пул 3 тоже грохнем. Я очень много по нему тестировал, поэтому тут и пулов дофига, и томов дофига. Мне было интересно, как это все работает. Вот, и если мы будем создавать новый с вами пул, то мы с вами можем задать здесь T-RAID, T-RAID+, GBUD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 и RAID 10. При этом мы будем видеть, сколько мы получим из пула дисков, свободного места, а сколько резервного пространства и сколько неиспользованного. В T-RAID это будет из вот этих вот 4 дисков по 128, это фактически 500, у нас будет 384. Допустим, T-RAID+, давайте я сейчас выберу T-RAID+, это у нас будет 256 на 256, то есть будет у нас использовано на резервное копирование GBUID, вернее на зеркалирование. GBUID будет объединение всех в 512, абсолютно небезопасная хрень, честно говоря. RAID 0 то же самое, 512 без зеркалирования, без резервного копирования. RAID 1 это у нас будет 128 гигабайт свободного и 384 резервного. То есть на каждые 128 у нас будет 3 диска резервных. Это один из самых безопасных моментов. RAID 5 это у нас 384 свободных, 128 резервного. RAID 6 будет пополам. И RAID 10, RAID 10 у нас будет тоже пополам.
Поэтому спокойненько можно это все дело использовать, и классное дело, классно работает. Так, USB устройство. Здесь мы просто-напросто подключаем, можем им тоже каким-то управлять минимально. А вот что меня интересует? Горячий резерв. Мы можем создать с вами, допустим, применение горячего резерва к следующему пулу хранения. Мы можем с вами выбрать жесткие диски, которые мы просто-напросто будем использовать, не жесткие, а SSD-шки, которые мы будем использовать под горячий резерв. И есть у нас виртуальный диск, подключаемся, допустим, к iSCSI Target IP через порт и подключим виртуальный диск. Очень удобно. По общим настройкам у нас есть регион, язык, ничего интересного, оборудование питания. Есть у нас автоматический режим работы вентилятора, низкая скорость, средняя скорость и высокая. Также у нас есть возможность установки зума в зависимости от неисправностей. У нас есть дела по расписанию, в которые включаются запланированные задачи, включение-отключение, приложение или службы, очищение корзины и разные более тонкие настройки. Здесь уведомления, безопасность. Кстати, по безопасности у нас есть сертификаты, есть бренд Mauer. Мы можем создать правила бренд Mauer, очень удобная штука. Ребят, учетные записи с автоматической блокировкой. Теперь у нас есть SPC, есть DOS, включить защиту DOS. Это защита от вредоносных интернет-атак и режим изоляции безопасности. Ну, в самой системе у нас тут есть настройки, такие конфигурации, заводские настройки, ничего интересного. По информации о системе есть обзор ресурсов, в принципе, с приложениями установленными, мониторинг ресурсов. Все очень прикольно. Рабочие службы, которые на текущий момент работают, процессы, конечно же, которые мы можем мониторить, активные пользователи, порты, что куда подключено, на какой порт, какой, и системный журнал. Ну и, конечно же, мы должны с вами протестировать скорость Samba протокола. Мы копируем какой-то большой файлик, получаем с вами 270-250, максимально, что видел, вообще 277 мегабайт на секунду. Я вам объясню, что такое 277. Это у нас практически, смотрите, 277 умножить на 8, это 2,2 гигабита. То есть он сейчас работает на максимальную скорость того, что мы подключили. Будет там 10, он по идее, в теории, допустим, в RAID 0 он будет читать до 8 гигабит. То есть это очень быстро. Ребят, больше у меня здесь ничего нет для него. Я вам скажу так, я могу выводы делать уже сейчас. Наш сервер получился оптимально простым, оптимально недорогим для 8 модульного хранилища, ну, допустим, 8 дисков, да, на 64 терабайт, это недорого вообще. То есть аналог, если брать на HDD, мы наконец-то дождались, что на SSD-шках делают конкретно большие NAS, это большой NAS в плане объема, еще и можно расширить, плюс поставить D8 гибрид под него, под управление, еще ляпнуть 128 терабайт, это просто нереальное хранилище. Веб-сервер, мультимедиа-сервер, различные фотосерверы, бэкаперы. Я его рекомендую. Он просто-напросто нереально крутой, нереально классный. Мне очень нравится. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.